Зарождение образования в Великобритании можно проследить с древних времен. При этом создание образовательных учреждений и систем формировалось веками. Сегодня мы поговорим о том, как развивалось образование в Великобритании и что оно может предложить на сегодняшний день. Перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть два YouTube-канала: SMAPS Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про мои зарубежные путешествия и факты о различных городах и странах. Если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции, рекомендую подписаться на оба канала. История появления школ. Образование в древней Великобритании можно назвать неформальным, и ограничивалось оно привилегированными классами, такими как аристократия и духовенство. Во время римской оккупации было создано несколько школ для обучения детей правящей элиты. После падения Римской империи распространение христианства привело к появлению монастырских школ, которые сыграли решающую роль в сохранении знаний и обеспечении образования. В период раннего средневековья монастырские и кафедральные школы стали основными центрами образования. Монахи преподавали латынь, религиоведение и другие предметы, связанные с церковью. Эти школы посещали в основном мальчики и юноши, стремившиеся вступить в религиозные ордена. Так, например, King's School Кентербери, одна из старейших школ в мире, была основана при монастыре. Эта школа существует и по сей день. Более того, здесь создали отдельный департамент для международных студентов. У меня есть отдельный выпуск про эту школу. Если вам интересна учеба в Великобритании, можете посмотреть этот выпуск. В период Ренессанса приобрели известность грамматические школы. Это были местные учебные заведения, представляющие классическое образование на латыни и греческом языках. Гимназии посещали сыновья дворян и подающие надежды представители среднего класса. Реформация, начавшаяся в 16 веке, оказала глубокое влияние на образование в Великобритании. По мере того, как протестантизм набирал силу, были созданы школы для обучения детей принципам протестантской веры. Англиканская церковь сыграла значительную роль в этом процессе, что привело к созданию многих школ англиканской церкви. Школы в более же привычном нам понимании возникли в 18 и 19 веках и первоначально предназначались для обеспечения образования детей высших классов. Тогда они являлись общественными школами. Такие школы, как Итон, Хэроу и Рагби Скул, уделяли большое внимание классическому образованию и были известны тем, что формировали будущих лидеров страны. Они были созданы в первую очередь для обеспечения образования сыновей высших классов, включая аристократию, землевладельцев и богатых купцов. Часто это были школы-пансионы, где студенты проживали на территории кампуса. Общественные школы уделяли большое внимание классическому образованию, особенно изучению латыни и греческого языков. Учебная программа была сосредоточена на таких предметах, как литература, история, философия и классические языки. Цель состояла в том, чтобы обеспечить всестороннее образование, способствующее интеллектуальному, нравственному и социальному развитию. Британские школы известны своими богатыми традициями и уникальной культурой. У них есть свои собственные ритуалы, униформы и система управления. Во многих школах существуют особые обычаи и практики, которые передавались из поколения в поколение, способствуя формированию чувства самобытности и традиций. И по сей день некоторые британские школы сохранили свои обычаи. История популярной и увлекательной игры под названием Wall Game в Итоне, одного из знаменитых старинных ритуалов колледжа Итон, насчитывает более сотни лет. Суть игры, описанная еще в середине 18 века, заключается в активном передвижении двух групп игроков, состоящих из стипендиантов и простых учеников, по полосе земли 5-метровой ширины. Эта полоса носит название «Борозда» – Furrow и располагается вдоль главной стены колледжа. Основная цель состязания – проведение мяча к противоположному концу вышеуказанной стены без использования рук и забивания гола. В XIX веке было принято несколько законов о начальном образовании, которые были направлены на обеспечение образования детей рабочего класса. Эти законы заложили основу для финансируемой государством системы начального образования. Было введено обязательное образование, и школы были построены с учетом растущего спроса.
На протяжении 20 века в Великобритании проводились различные реформы в области образования. Эти реформы были направлены на то, чтобы сделать образование более доступным, справедливым и всеобъемлющим. Введение общеобразовательных школ, расширение колледжей дополнительного образования и разработка национальной учебной программы были одним из ключевых изменений. История появления университетов. Что касается высшего образования в Великобритании, то оно имеет не просто длинную, но и поистине легендарную историю, которую можно проследить до средневекового периода. Оксфордский университет, считающийся старейшим университетом в англоязычном мире, был основан в XII веке. Точная дата неизвестна. За ним последовал Кембриджский университет, основанный в начале XIII века. Эти университеты изначально были созданы как самоуправляющиеся ассоциации ученых и специализировались на таких предметах, как теология, юриспруденция и философия. Оксфордский университет и Кембриджский университет – два старейших и наиболее престижных университетов в мире. Считается, что преподавание в той или иной форме началось в Оксфорде еще в 1096 году. В 1167 году король Генрих II запретил английским студентам посещать Парижский университет, что побудило многих ученых переехать в Оксфорд. Этот приток ученых способствовал становлению Оксфордского университета как академического учреждения. На протяжении веков Оксфорд завоевывал признание и расширял свою учебную программу. В XIII веке было основано несколько колледжей, которые предоставляли жилье и организовывали образование. Кембриджский университет уходит своими корнями в XIII век. В 1209 году группа ученых покинула Оксфордский университет после конфликта с горожанами и поселилась в Кембридже. Это и привело к образованию университета. Вуз постепенно развивал свою структуру и образовательную базу. В 1284 году был основан колледж Питерхаус, что сделало его старейшим из сохранившихся колледжей Кембриджа. На протяжении всей своей истории и Оксфорд, и Кембридж переживали периоды роста, интеллектуального расцвета и политического влияния. Они привлекли известных ученых и выпустили множество выдающихся выпускников, которые внесли значительный вклад в различные области знаний, включая науку, литературу, политику и искусство. Сегодня Оксфорд и Кембридж являются всемирно признанными центрами академического превосходства и продолжают сохранять свои отличительные коллегиальные системы, строгие академические стандарты и богатые интеллектуальные традиции. Долгое время их считали соперниками, и оба вуза даже стали объединять одним словом – Оксбридж. Несмотря на то, что и тот, и другой университет постоянно борются за свои лидирующие места в рейтингах, каждый из университетов способен предложить все необходимое для обучения студентам в зависимости от сферы, в которой те хотят развиваться. Оксфорд – чуть более сильный вуз с точки зрения преподавания гуманитарных и общественных дисциплин, Кембридж же с точки зрения преподавания естественных наук. Если вы хотите поступить в Оксфорд или Кембридж, вы должны заранее выбрать, в какой вуз вы будете поступать, потому что подать документы одновременно в оба вы не сможете. Первые университеты в Великобритании в своем составе имели свой собственный набор зданий, сотрудников и студентов. Студенты проживали в так называемых колледжах. Именно так изначально назывались общежития, которые обеспечивали их жильем, питанием и образованием. Такая система способствовала созданию сплоченных академических сообществ. В эпоху Возрождения получили распространение гуманистические идеи, подчеркивающие важность классического обучения и критического мышления. Реформация с ее акцентом на чтение и интерпретацию религиозных текстов способствовала расширению высшего образования. Со временем предметы, предлагаемые университетами, вышли за рамки теологии и юриспруденции. Были введены новые дисциплины, включая медицину, естественные науки, математику, гуманитарные и социальные науки. Это помогло расширить сферу высшего образования и привлекло студентов из различных областей обучения. В XIX веке в сфере высшего образования произошли значительные изменения, направленные на расширение доступа и представление образования более широкому слою общества. Неколлегиальные университеты, такие как Лондонский университет, основанный в 1836 году, были основаны для того, чтобы предлагать дипломы студентам, которые не были связаны с традиционными колледжами. Это позволило создать более гибкие и доступные варианты высшего образования.
В 20 веке в Великобритании были приняты различные законы о высшем образовании, которые привели к значительным изменениям. Эти акты были направлены на расширение доступа к высшему образованию и созданию новых университетов. Комитет по университетским грантам UGC был создан в 1919 году для выделения государственного финансирования университетам. Это привело к созданию новых кампусов, в том числе так называемых университетов из красного кирпича. Например, Бирмингемский университет, Манчестерский университет и Лидский университет. Британские университеты сегодня. Сейчас в Великобритании процветает сектор высшего образования с многочисленными вузами, известными своими академическими достижениями и исследовательским вкладом. Высшие учебные заведения в Великобритании продолжают развиваться и адаптироваться к меняющимся потребностям студентов и общества. Британское образование сегодня включает в себя целый ряд особенностей, которые отражают приверженность страны обеспечению качественного образования и подготовки студентов к их будущему. Британское образование привлекает и значительное количество иностранных студентов, которые приезжают учиться в университеты и колледжи Великобритании. Учебные заведения часто предлагают вспомогательные услуги и программы, адаптированные к потребностям иностранных студентов, способствуя культурному разнообразию и глобальным перспективам в образовательной среде. Британские университеты известны своим вкладом в исследования и инновации. Они занимаются передовыми исследованиями в различных дисциплинах и сотрудничают с промышленными предприятиями, правительственными организациями и международными партнерами. Такой акцент на исследованиях создает возможности для участия студентов в новаторских проектах и способствует формированию культуры интеллектуальных исследований. Тот же Оксфорд уделяет большое внимание медицинским исследованиям, проводя текущие исследования в таких областях, как биология рака, разработка вакцин, неврология, клинические испытания и глобальное здравоохранение. Здесь же была создана вакцина Оксфорд-AstraZeneca против COVID-19. Разработанная исследователями из Оксфорда. Также в Оксфорде есть исследовательское сообщество по искусственному интеллекту, работающее над такими передовыми темами, как машинное обучение, обработка естественного языка, компьютерное зрение и автономные системы. Исследователи изучают возможности применения искусственного интеллекта в здравоохранении, робототехнике, автономных транспортных средствах, этике искусственного интеллекта. Кембридж занимается геномными исследованиями и является родиной института Велкома Сенгера, который проводит крупномасштабные проекты по секвенированию генов, что помогает выявить мутации и генетические повреждения. Ученые также исследуют такие области, как биология стволовых клеток, неврология, инфекционные заболевания и персонализированная медицина. Британское образование предлагает множество преимуществ студентам как внутри страны, так и за рубежом. Оно славится своими высокими академическими стандартами и строгой учебной программой. Диплом британского университета высоко ценится и может открыть двери для карьерного роста по всему миру. Британское образование делает акцент на качественном преподавании, а преподаватели известны своим опытом и самоотверженностью. Студенты получают руководство и поддержку от опытных преподавателей, которые часто являются лидерами в своих соответствующих областях. Так, например, профессор Карл Чин, историк и телеведущий, известный своими знаниями в области социальной истории Бирмингема и опыта рабочего класса. Он преподавал в Бирмингемском университете и в настоящее время является почетным профессором Центра истории Уэст-Мидленда. Чин много писал о прошлом Бирмингема, особенно о жизни и борьбе городских сообществ рабочего класса, а в Манчестерском университете преподает и наш соотечественник Константин Новоселов, известный в Британии как сэр Костя Новоселов. Константин – физик и специалист по материаловедению. Вместе с коллегой Андреем Геймом, родом из Сочи, были удостоены Нобелевской премии по физике в 2010 году за их работу над графеном. Новоселов является профессором физики в Манчестерском университете и внес значительный вклад в область нанотехнологий. Его исследования сосредоточены на изучении электронных свойств двумерных материалов и разработке новых применений графена.
31 декабря 2010 года было объявлено о присвоении указом королевы Елизаветы II Константину звания рыцаря-бакалавра за заслуги перед наукой. Преимущества британского образования. Британские университеты привлекают значительное число иностранных студентов, создавая культурно разнообразную и динамичную среду обучения. Взаимодействие со студентами из разных слоев общества и культур повышают глобальную осведомленность, способствуя межкультурному взаимопониманию и готовит студентов к все более взаимосвязанному миру. Британское образование дает акцент на целостном развитии, способствуя не только академическому совершенству, но и личностному и профессиональному росту студентов. Университеты предлагают широкий спектр внеклассных мероприятий, клубов, обществ и возможностей для волонтерства, которые позволяют студентам развивать лидерские качества, умение работать в команде, коммуникативные способности и другие ценные качества. Британские университеты имеют сильные сети выпускников, которые предоставляют возможности для общения и карьерного роста. Связи с выпускниками могут предложить наставничество, стажировку и возможности трудоустройства, помогая студентам создавать ценные профессиональные связи, которые простираются и после окончания учебы. Британское образование уделяет большое внимание возможностям трудоустройства и подготовки студентов к трудовой деятельности. Многие университеты предлагают карьерные услуги трудоустройства, стажировки и связи с отраслевыми партнерами для повышения навыков трудоустройства студентов. Британская квалификация высоко ценится работодателями во всем мире, что повышает шансы на получение желаемой работы. Если вам интересна учеба в британских школах или вузах, вы всегда можете задать нам интересующие вас вопросы. Заходите на сайт www.smaps.ru и пишите в чате, где консультанты всегда рады вам ответить. Также не забывайте, что под видео вы можете оставить комментарий с интересующим вас вопросом или темой. Это помогает нам в создании новых выпусков.